Привет, дорогие зрители и подписчики канала Лесной Строитель. Я долго думал, чего не хватает моей землянке. И я понял, одно, не хватает какой-то жизненной энергии, что ли. То есть я прихожу сюда, и здесь постоянно какая-то тишина, ну, ветер там, да, какую-то свою лепту вносят в звуковую атмосферу. Но птиц-то нету. А зимой они тоже хотят поесть. Им требуется дополнительная подкормка. Поэтому я решил повесить рядом со своей землянкой скворечник. Насыпал туда семечек. Еще у меня там сало есть, попозже достану, сюда положу. Ну, посмотрим, сегодня прилетят они вообще или нет. Какие планы на сегодня? Яму мою занесло снегом уже прямо по самые бедра. Дело в том, что у нас в Самаре снег идет уже, наверное, дня 3-4, не переставая. Вы сами видели, я когда пришел, пришлось землянку откапывать. Да и вообще на крыше находится сейчас, лежит очень большое количество снега. Вы сами в этом можете убедиться. Смотрите, сантиметров, наверное, 50. В первую очередь сейчас нужно откопать яму и начать делать свою вторую комнату землянки. Ну, а я надеюсь, что вам понравится это видео. Наливайте себе чай, нарежьте бутерброды. Поехали! Ну, собственно, то, больше чего всего я боялся, слава богу, не произошло. В этой яме нету никаких трупов животных, либо людей. Не дай бог, конечно. Все в порядке, все хорошо. Немножко грунт здесь стал обваливаться, обсыпаться. Ну, ничего страшного. Надо быстрее начинать делать стены. Одну стену возвести, и дальше уже само все пойдет как по маслу. Самое главное, чтобы вот эта стена никуда не обвалилась. По идее, я ям выкопал чуть меньшего размера, чем эта стена, чтобы бревна не разъехались.
Да, как обычно, я думал, все будет намного проще, но нет. Я столкнулся с такой неприятностью, что, во-первых, постоянно обсыпается песок, во-вторых, я немного ошибся с размерами. Ну, как сказать, ошибся, если когда я бревна установил, вот эти вот опорные столбы, я вижу, что сюда просто бревна не поместятся физически. Надо немного вот этот простенок увеличить сейчас будет. Хорошо, что грунт не такой мерзлый. Видимо, от землянки прогрелся. Я еще, главное, жене сказал, что сегодня точно песка у меня не будет. Я уже весь в песке. Она у меня вообще песок очень не любит. Да дело даже не в том, что песок она не любит, а она любит чистоту в квартире. А я когда после походов прихожу вот таких вот, естественно, приношу тонны грязи. И для нее это такой шок. Шоковая терапия. Да, я думаю, ей очень понравится, когда я приду вот такой вот в песке весь. А работа спорится тем временем, да, смотрите, уже 6 положил. Я думаю, сейчас эту стену я прям, ну, за часочек выложу. По плану, как я уже говорил, сделать каркас и хотя бы положить крышу. То есть не обязательно ее делать капитальной, а просто положить, чтобы снегом не заваливало. Ну, а в следующий раз я уже думаю точно внешнюю отделку закончу. И уже буду заниматься внутренней отделкой потихонечку. Дверь в землянку отсюда я сделаю уже в самом конце, в самый последний момент. По той простой причине, что я не хочу, чтобы сюда в землянку внутрь задувал холодный воздух или тот же снег там как-то попадал. Там сухое, чистое помещение, и я хочу, чтобы оно таким же и оставалось в дальнейшем, на время проведения строительных работ рядом с землянкой. Ну что, пора, наверное, еще подготовить таких бревнышек. Пойду.
Так, одна стена почти готова. Теперь сюда сыпаться уже, ну, кроме снега ничего не будет. По крайней мере, песок точно. Надо заниматься второй стеной напротив и уже делать распорки, чтобы стены не завалились друг на друга. Это сейчас очень важный момент на самом деле. Да, таким молоточком махать удовольствия, скажем так, мало. Передаю привет Виталию Дикому. По-моему, так у него канал называется. Я как вспомню, как он машет вот этим вот, как его назвать-то, молоток каменщика. О, ну, маленькая кирка, скажем так. Но это, конечно, да. Фух, я уже вот реально устал от этого больше, чем от того, как пилить бревна, укладывать их, копать землю. Это все проще, чем долбить мерзлый грунт вот таким вот молоточком. Ого, время уже 20 минут третьего. Да, пора пойти немножко отдохнуть, подумать, что делать дальше. Дело в том, что у меня тентов не хватает. Блин. Хотя бы вот эту стену надо закончить сегодня и накрыть крышу, просто бревнами накрою ее, дабы избежать опять попадания снега сюда. Как навалит он, блин, кошмар будет опять потом выгребать отсюда уже снег. Да, пойдемте попьем чай.
Заехал я как-то в строительный магазин, покупал там тенты, ну, гвозди, еще что-то уже, не помню. Было это, наверное, недели 2, может, даже 3 назад. И увидел такую вот, ну, как картину, фотография. Девушка здесь, да, стоит. И какой-то сосновый лес, горы и, видимо, озеро. Блин, мне так понравилась эта фотография. И решил взять, купить ее. Думаю, вот где-нибудь вот здесь над столом повешу. Ну, чтобы такая атмосфера дома, какого-то уютного очага у меня была здесь. Классно. Прям как дома. Да, история циклична. Как вы помните, когда я здесь в землянке делал полы, я забыл тогда штатив с собой взять. Сегодня история повторилась. Я все взял, целый рюкзак набил. Взял молоток, топор запасной, что там, ну, короче говоря, еды. Вот так вот под завязку набил его. Но самое главное, штатив не взял. Ну, теперь, благо, у меня всегда есть запасной штатив, маленький. В кармане рюкзака лежит, он всегда на постоянной основе. Единственное, да, он очень маленький. Так что имейте в виду, что если вам покажутся странными ракурсы, с которых я сегодня снимаю, ну, это моя забывчивость. Я опять забыл штатив. Сегодня я хочу приготовить особенное блюдо. Картошка с грибами, с луком и с мясом, запеченная в горшочке в русской печи. Да, я понимаю, что у меня печь не традиционная русская, как принято говорить там, да. Дело в том, что русская печь, она не имеет поддувала. Как она? Подовая, по-моему, она правильно называется. Но я считаю, что если, блин, я живу в России, то у меня печь русская, правильно. Но жил бы я, не знаю, в Финляндии, была бы у меня финская печь. Поэтому, где живу, такая и печь. Горшок, правда, не глиняный, а фарфоровый. И довольно-таки малого объема. Но, честно говоря, я не такой прям любитель поесть. Я считаю, что еды должно быть съедено в меру. То есть можно, конечно, там наготовить гору, там, не знаю, целый тазик еды. А зачем? Чтобы потом выкидывать. Я 2 раза так вот готовил. И пару раз, ну, не выкидывал, а собакам относил. Либо оставлял здесь около землянки. Казалось бы, одна 100-граммовая шоколадка, а я уже почувствовал прилив сил. Так, ставлю себе задачу еще работать 1,5 часа. Потому что иначе я не успею потом приготовить еду в горшочке. Сейчас печь пока топится, и закинем еще дров. И пойдем доделывать стену. Задача минимум, блин, в эти 1,5 часа уложиться, закончить все-таки стену. И положить крышу, хотя бы просто положить. То есть не обязательно что-то с ней делать, просто положить. Все. Пойдемте.
уже продвинулся очень далеко. Смотрите, одну стену я закончил. Эта стена готова. Здесь стена мне не нужна, ну, потому что там землянка. И эту стену тоже почти закончил. Ну, я думаю, сейчас все-таки добью я до конца ее. После чего крышу просто накрою бревнами. Ничего пилить не буду уже, просто накрою и все. Смотрите, получилось так, что крыша имеет вот такой вот уклон. Сейчас посмотрите, вот. Видите? Как раз я это сделал специально, чтобы вода, которая будет попадать на крышу, уходила туда, в ту сторону. Именно не вперед, не под фасадную часть землянки, чтобы она лилась, а под заднюю часть. Ну и в следующий раз обязательно нужно взять, наверное, даже пару тентов. Я что-то немножко не подрасчитал. Я купил тенты 2 на 3. То есть если в прошлый раз, когда я строил саму землянку, я брал тенты 5 на 8, 3 штуки или 4 даже использовал, то сейчас я взял 3 тента 2 на 3, и мне их уже не хватило. Все. Я так думаю, надо взять еще тент 5 на 8, большой прям. И, наверное, его хватит. Да. Ну и в следующий раз вот этот тент я разрежу по бокам и натяну его сюда, дабы вот эту вот землю как-то заизолировать от землянки. То есть это крыша землянки идет, и здесь слой почвы. Под крышей дома своего. Вот так вот. Крыша уже, можно сказать, есть. Ну что, все стены, точнее 2 стены я сделал, одну и вторую. Остается сделать вот эту третью. Почему я даже не берусь сегодня за нее? Потому что здесь опять надо убирать лишний слой, примерно сантиметров, наверное, 15-20, прям туда углубляться. И вот этот слой почвы снимать. Как обычно, поленился изначально яму выкопать чуть больше, чем нужно. Ну вот, впритык вырыл, а в итоге места маловато. Не, ну для тех нужд, для которых я это помещение делаю, более чем достаточно. Наверное, насчет размещения 3 гостей в моей землянке я погорячился. Но теперь зато вдвоем точно можно будет размещаться с комфортом. Здесь будет такая инвентарная комната. Периодически буду использовать ее под баню. Я хочу здесь обшить все стены фольгой, фольгированным материалом.
чтобы удерживать тепло. Сделать где-нибудь здесь окошко надо будет. И сделать надо будет вентиляцию. Плюс поставить трубу, вывод под дымоход. И когда, допустим, захочу я искупаться в баньке, да, здесь, у меня есть печка-кабанчик, я ее сюда принесу, камни положу, все стены будут заизолированы, зафольгированы, тепло никуда уходить не будет. Ну и после того, как искупались, попарились там, ну, с братом, либо я один, окошко приоткрыл, то есть не знаю пока, где оно будет размещено, ну, точнее, я-то знаю, но пусть это будет такой маленькой загадкой и сюрпризом. И в дальнейшем, раз окошко приоткрыл, помещение проветрил и пошел по своим делам, ничего здесь гнить не будет. Ну, по крайней мере, я на это рассчитываю. Ну и, соответственно, еще нужно будет здесь углубляться вниз. Как вы видите, здесь уже, наверное, бревнышек 5-6 песком засыпало. Соответственно, нужно будет песок весь убирать. Пойдемте ужинать, обедать, не знаю. Главное, поесть пора уже, это точно я знаю. И привести себя в порядок, немножко умыться снегом, руки все вытереть, а то уже грязный, как поросенок. Да и вообще хочется в тепле посидеть, отдохнуть. Ох, ничего себе. Что-то тут жарковато, плюс 40 градусов, обалдеть. Можно уже баню начинать готовить. Веники доставать, снег заносить, чтобы купаться. Так, ладно. Пора заняться горшочками. Ну, на самом деле, рецептов приготовления еды в горшочках очень много. Я в интернете посмотрел чисто так, для интереса. Ну, блин, там невероятное количество. Поэтому сразу скажу так. Этот рецепт не является достоверным на 100%. Рецепт придумал практически я. Ну, я общался с этим человеком, он сказал, как он готовит еду в горшочках, спрашивал у жены, как она готовит, но я решил сделать по-своему. Значит, изначально я смажу подсолнечным маслом горшочек, мелкими кусками нарежу мясо, положу его на дно. Потом картошку кольцами положу, грибы подсолю, лучка добавлю и так в несколько слоев доверху выложу горшочек. Ну, а там посмотрим, что получится. Я думаю, в любом случае, еда, приготовленная в печи, всегда отличается от еды, которую делаешь в духовке, либо там дома у себя готовишь. Так, для начала нам потребуется картошка и лук.
Посыпаю все это дело сливками. Все, горшочек готов. Сейчас подожду, когда протопится печь, догорят все дрова. Ну, как раз минут, я думаю, 20-30 для этого понадобится. Температура сейчас уже далеко за 40. Ого! 48 градусов. Представляете, 48. Ё-моё. Я чувствую прям очень-очень-очень жарко. Ну, поэтому и приоткрыл дверь. Представляете, да, то есть температура 48 градусов, учитывая, что за соседней стенкой ничего практически нету. То есть я так думаю, что вот это тепло, которое аккумулируется здесь, внутри самой землянки, спокойно будет передаваться и туда, ну, если открыть дверь. Ну, а если вдруг этого не будет происходить, то какой я вижу вариант действий? Можно попробовать сделать металлическую трубу и пустить ее от печки в то помещение, в соседнее. То есть воздух будет холодный заходить в трубу, проходить через трубу и выходить туда, в ту комнату. Ну, естественно, труба практически кольцевая, ну, буквой У английской она идет, да, и под определенным наклоном, то есть надо как-то ее сделать, она из того помещения идет по направлению вверх к печке, и потом от печки идет по направлению вверх в то помещение. И, естественно, эту трубу нужно будет завести каким-то образом в печку. Пока так далеко забегать вперед не будем, я все-таки надеюсь, что то помещение будет и так обогреваться. А с другой стороны, если я его планирую использовать как кладовую там, для своих вещей, ну, как временную баню периодически, да, то есть пользоваться ей, об этом я уже говорил, то, в принципе, может, и не надо ее обогревать. Это уже если там придет гость ко мне, да, ну, опять же, придет гость, и что? Ну, я там лягу в спальнике, например, а он здесь ляжет. По сути, я думаю, проблем с этим не будет. Уж в любом случае, даже в минус там 30, в лютые морозы, здесь, в этой комнате будет там всегда плюс 30, это я вот 100% уверен. В той комнате, я думаю, ну, плюс 10 однозначно будет. Посмотрим. Что-то я даже задремал немножко, представляете? Расслабился так. За весь день намерзся. Все ноги мокрые были. Сейчас сюда зашел, быстро очень просох. Выпил чаек. И что-то прям меня вырубило вообще. Ну, хорошо, что еще не все проспал. Что там с печкой-то? Нормально. Решила туда кирпич положить. И на этот кирпич как раз и поставлю свой горшок. Звучит смешно, свой горшок. Ну, в смысле, свой горшочек с едой. С будущей едой. Да, нормально. Сейчас еще прям буквально, я думаю, минут 10, чтобы угольки чуть-чуть так подернулись пеплом. И можно ставить уже горшочек туда.
Поставил свой горшочек. Тьфу. В общем, поставил я готовиться картошку с грибами. Засек 30 минут. Мне кажется, наверное, 30 многовато. Все-таки жар там довольно-таки серьезный. Пожалуй, минут 15 подожду и достану, посмотрю, проверю, что там и как. Сейчас вот думаю только, а как вообще все это дело доставать? Какой-то ухватки такой у меня нет ничего. Сейчас будем придумывать. Просто чумовой вкус. Вот это грибочки. Прям все так приготовилось, аж разваливается. Прям вот картошечка берешь, и она вот уже прям вот, того гляди, рассыпется вся. Прям вот сливки, мне кажется, самую вот эту вот пикантную нотку дают вкусу этого блюда. Бегите к холодильнику быстрее. Все, что там есть, берите, будем вместе есть. И приятного вам аппетита. Надо будет как-нибудь повторить. Ну, невероятно вкусное блюдо получилось. Я в восторге. Это, наверное, самое лучшее, что я вообще готовил здесь в землянке. Ну, я бы поспорил, хотя еще грибы мне понравились в сливочном соусе. Ну, что-то невероятное. Даже слов не могу подобрать, чтобы описать, ну, вот это вот блаженство и мое восхищение вот этим блюдом. Жаль, что закончилось. На этой приятной ноте хотел бы подвести некоторые итоги. Как и планировалось, я смог возвести каркас своей второй комнаты, моей землянки, да. Даже 2 стены полностью закончил, до верха довел. Крышу сейчас такую черновую положил, ну, чтобы никто не упал, и гвоздями перевернул вниз. Потому что некоторые люди комментировали и говорили: ай-яй-яй, Алексей, нельзя так делать. Ну, кто-нибудь придет в лес, вот так вот, не дай бог, случайно, под снегом не увидит и наступит на гвозди или упадет в яму. Самое главное, что все хорошо закончилось, никто в яму не упал, на гвоздь тоже никто не наступил. Ну, по крайней мере, следов крови я не обнаружил. Да и в яме никого не было, вы сами видели. Я думаю, в следующий раз мне удастся закончить 3-ю стену и сделать крышу. Но крышу я опять-таки до конца делать не буду. Самое главное, засыплю землей со всех сторон, максимально возможно, и оставлю небольшой такой пятачок, чтобы я мог внутрь залазить в свое второе помещение с улицы. Потому что я не хочу пока соединять помещение в то с землянкой, дабы избежать теплопотерь. Да, я понимаю, что, по сути, тепло ничего не держит, кроме тента, натянутого за досками, прибитыми к стенам, да, и, соответственно, самих бревен. Но, тем не менее, хотя бы этот тент, эта пленка, она все равно хоть как-никак, но удерживает тепло. Да и доски, опять-таки, нагреваются, и, соответственно, тепло тоже держит в себе. Не пропускайте мои видео. Это был канал Лесной Строитель. Я с вами не прощаюсь, а говорю вам до скорой встречи. Пока-пока. Скоро увидимся. Ну что,
Наверное, пора. GoPro стоп видео.